А вы любите кушать булочки? Ну, те булочки, которые пекут, круассанчики и так далее. А что нам нужно, чтобы скушать булочку? Нужно посадить пшеничку. Привет. Потом из нее сделать муку, а потом испечь булочку. Сегодня мы едем в деревню, в которой находится старая классическая мельница, которая работала от ветра, которая делала муку, и потом люди кушали булочки. Деревня называется Зонс. Она находится невдалеке от Кёльна. Нужно доехать до Дармагена, а с Дармагена автобусом попасть прямо в эту деревню. Слышите этот звук? Кто-то хрюкает. А вот и те, кто хрюкал. И Зонс встречает нас таким чудесным памятником, фонтанчиком с каким-то пастухом. Дети очень любят поросят, да? Деревня Зонс очень маленькая, но когда-то это был целый замок. Она полностью по периметру ограждена забором. Настоящим забором с бойницами. Вон там изюминка на торте, это мельница, на которую мы пойдем, если она сегодня открыта, конечно. За дверью находится какой-то бункер. Я так понимаю, что здесь когда-то что-то было, кто-то... А может быть даже в войну. В 1944 году написано, да, бункер настоящий. Очень живописная, маленькая туристическая деревня. Забор идет по всему периметру деревни. Это какая-то боевая деревня. А сейчас мы пойдем на мельницу. Вот они, настоящие бойницы. Чувствуете запах пороха? Раньше попасть в эту деревню было не так просто, как сейчас на автобусе. А вот и жернова, те самые жернова, которые перетирали в муку пшеничку, чтобы мы могли покушать булочки. Зацените, какая дверь. Вход с человека стоит 2 евро, а с маленького человека 50 центов. Билетики на взрослого и на ребенка. Я не знаю, но строили они на людей, которые не очень хорошо питаются, на стройных людей. Я еле пролажу. Я думаю, с этого забора когда-то отстреливались. Вот он, этот ров внизу. Вон там коза пасется. Кто-то улики тут свои поставил. Сейчас пойдем на саму мельницу. Спасибо. Тут у нас памятник. Ну, здесь, очевидно, тоже бойница была. Теперь она закрывается. Красота-то какая. Здесь можно посмотреть орудия труда того времени. О, даже рубаночки есть, посмотрите. Это, наверное, какие-то инструменты для работы, я не знаю с кем. Деревянные лестницы страшно поскрипывают. Это они не лакированные, это, короче, это сало. Еще один этаж. Дыхание ровное и спокойное. Мешочки, очевидно, мука осыпалась. Ну, во всяком случае, я так думаю. Укусики. Вот такая вот высота. Снизу досточки. Собственно, заборчик вокруг всей деревни. Церковь, еще одна церковь. Тут все серьезно. Тут уже какие-то шестеренки. Вася, не надо крутить это. Ты сейчас закрутишь что-то, и пойдет процесс тут. Не надо тянуть за эту веревку. Вот сам камешек, который перетирал. В общем, пшеничку вместе с камушками, с мелким песочком мерить для хорошего пищеварения. Идем. Это просто конструкция. И какая интересная шестеренка. Просто круг, в котором колышки вбиты. Вот он, механизм. Мы находимся на 5-м уровне. Сейчас еще чуть-чуть поднимемся на самый верх. Посмотрим, что там из окошка видно. О, что видно из окошка. Ну, еще чуть-чуть. Еще пару шажочков. Тут немножко страшновато, если честно. Ну да. Нифига себе, пап. Пап, смотри, как гвозди вбивали. Там за решеточкой находится основной штифт, на котором вентилятор одет, который от ветра крутился.
В общем, на этом было все. Теперь надо, главное, спуститься и выжить, потому что спуститься это самое сложное. Давай, ты смелый, давай. Спиной повернись. Спиной. Повернись спиной, говорю. Вон как Василиса сейчас тебе сядет. Повернись спиной. Да, вот так. Рукой второй возьми, спускай. Да. Вот они, советы из зрительного зала. А вот самый смелый. Привет. А вы были когда-нибудь на мельнице? А то булочки, наверное, вы все любите. Главное на мельнице было не закурить, потому что такое количество пыли мучной мог быть огромный взрыв. Знаешь, что вот эта веревка фиксировала жернова, можно было остановить, чтобы оно дальше не вращалось. Я так понимаю, другого способа не было, я не знаю, как они ее устанавливали. Узелки тут вязали или как. Это просто качелька для уставших работников. Совсем не страшно, да? Нормально, да? Помните, чтобы съесть какой-то круассанчик, кто-то трудился, ветер дул, жернова крутились, пекари пекли эту булочку. А здесь держали оборону воины деревни Зонс. Да-да-да-да. Интересно, сейчас... Эти делали хлебушек, а эти вот здесь вот отстреливались. Жалко, что здесь решеточка, там дальше идет заборчик, еще вон сторожевая башенка. И так по всему периметру села. Банановый перекус. Что ты хочешь сказать? Скажи, что ты хочешь? Ты все время лезешь. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ничего. На центральной улице Зонса есть магазинчики, даже есть эзотерический магазин с благовониями и поющими чашами, разноцветными полудрагоценными камнями. Помашем до свидания. Обалдею с этих почтовых ящиков. Очень живописное туристическое место. На какие штучки закрываются ставни. Здесь какая-то голова рыцаря. Место для фотосессий. Старые фотографии. Когда-то здесь водичка была между домов, я так понимаю. Блин, какого это года вообще непонятно. 1920, 26, 1924. Ну что вы там? Красивые? Обалденный почтовый ящик. Наверное, какой-то праздник, висят флажки. В магазинчике можно купить сумочку и так далее. Вот и храм. Красный ресторан Piccolo Mondo. Еще кафешки, очень много кафешек. Вот еще что-то, не знаю, храм, не храм. Похоже на колокольню. Когда была опасность, наверное, здесь кто-то звонил. Здесь много сувениров. Можно покушать мороженка. Просто посидеть на скамеечке. Прямо за деревней находится речка Райн. Можно посидеть на бережку, посмотреть на кораблики, точнее на баржи, которые перевозят грузы. Тут какой-то любитель винила пластинки раздает. Бетховен, симфония номер 6. Суфершенк. Номер 9. Это я не так смотрел. Ну ладно, 9. Это бесплатно можно забрать. Смотрите, колоночки какие. Хотите колоночки? Их просто громко нельзя слушать в Германии, поэтому их отдают. Попадаются старые автомобили. Ретро. Сейчас хочу дойти до противоположного края деревни и посмотреть еще один заборчик, который с другой стороны охранял эту деревушку. Слышите? Колокола. Входим в переулочек. Мы почти уже дошли до противоположного края деревни. Какого года этот дом? Откуда мы знаем, какого года этот дом? Я так понимаю, местные жители выносят всякие ненужные вещи, чтобы не выкидывать, и в надежде, что туристы заберут их. Находится еще одна сторожевая башня, вот этот забор, с которого оборонялись бойницы. Тут, наверное, дверка, чтобы подняться на эту стену. Вот она, история в камне. Красота-то какая.
Приближаемся к центральным воротам. История. Geschichte по-немецки. Вот и стена, потом еще одна стена. Обратите внимание на двери. Это, наверное, оригинальные двери. Просто посмотрите на эти заклепочки. Карта деревни Зонс, выполненная в металле. Мы находимся сейчас вот здесь. А в противоположном углу находится мельница, на которой мы были. Не откручивается, да? Что мы прошли вот так вот, очень далеко. Вышли мы за деревню. Сейчас за этим холмиком появится речушка. Посидим на бережку. Пошла. Приезжайте, место классное. Расслабленная атмосфера, кафешки, стена волшебная, мельница. В общем, историческое место. Дошли мы до Райна. Сегодня немножко ветрено. Расскажите, а как проводите время вы, живя в Германии?